Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале Как похудеть, и сегодня мы с вами приготовим целое новогоднее меню. Горячие салаты, закуски, обязательно вкусный и при этом безопасный десерт для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Я очень рада и максимально воодушевлена, заряжена и заряжена позитивом. Начинаем готовить наше новое вкусное новогоднее меню. Нам понадобится килограмм куриной грудки, у меня получилось 3 штуки в килограмме, и нарезаю вот такими достаточно крупными кусочками. Кусочки филе я отправила в миску, добавляю смесь из 1 столовой ложки соуса терияки и 1 столовой ложки соевого соуса. Перемешиваю и теперь убираю в сторону мариноваться. Курочка маринуется, ну а мы с вами в это время подготовим овощи. Морковку разрезаю на 3 части, а затем нарезаю вот такой соломкой. В форму я капнула буквально половинку чайной ложки растительного масла. Быстренько все это дело размазала по форме, в том числе и по стеночкам. И загружаем наш первый слой в форму для запекания, который состоит из красивых, ярких и сладких брусочков морковки. Нам понадобится 1 средняя луковица, ее разрезаю на 4 части и затем мелко шинкую лучок. Не теряя времени, сразу же после лука нарезаю 2 сладких перца. Половинку разрезаю на 3 части и затем шинкую вот такими кусочками. Лук и перчик засыпаю щедрыми движениями сразу вместе. И вот так у нас получается уже на самом деле красиво и вкусно. Не забываем добавить немного перчика. Это вы делаете, конечно, по вкусу. Немного присаливаем, потому что и лук, и перец, и морковка очень сладкие. И куда же без этого немного базилика и немного орегано, чтобы флер аромата был совсем чуть-чуть. 350 граммов замороженной кукурузы. Я ее не размораживала, то есть прямо сейчас достала пачку и сразу можно засыпать. То есть лишнего времени на разморозку, что-то еще мы не тратим. Очень красиво, мне кажется, ярко и нарядно. Ну и, конечно, где у нас кукуруза? Там у нас ее друг, брат, зеленый горошек. Как вы видите, он у меня тоже замороженный. И его мы также отправляем в форму для запекания. Нам остается выложить сверху красивые и крупные кусочки курицы. Кусочки, кстати, крупные у нас потому, что мы будем все это вкусное, красивое новогоднее блюдо запекать в духовке. И, соответственно, для того, чтобы курица осталась более сочной, мы ее порезали на крупные кусочки. И подавать блюдо к праздничному столу удобно, когда кусочки более крупные. Смотрится как-то повеселее. Но это на мой вкус. У меня осталось совсем немного соуса, который мы использовали для маринада. И его отправляем к нашей курочке с овощами. Духовка уже разогрета до 180 градусов. Загружаем наше новогоднее блюдо в духовку. Наше новогоднее меню очень быстрое, поэтому пока наша курочка с овощами в духовке, не теряем времени, на самой мелкой терке натираем 300 граммов сыра. У меня часть сыра гауда и часть эдамер, а вы берете тот сыр, который в новогодний вечер есть у вас. У меня здесь 5 яиц, и мы будем готовить с вами заливку. Я немного присолила. Сейчас просто разбиваю желтки и смешиваю их с белком. К яичной смеси добавляю 400 мл молока. Молоко у меня 2,8%. И продолжаю смешивать. Теперь добавляю половину натертого сыра, то есть 150 граммов сыра мы оставляем. А это все сейчас перемешиваем. И у нас получается очень вкусная, ароматная и нежная яично-молочная сырная смесь. То, что нужно для праздничного ужина. Только посмотрите, какую красоту через 20 минут я достала из духовки. Курочка подрумянилась, овощи начали отдавать свой аромат, очень. Теперь делаем все еще лучше. Заливаем нашей шикарной смесью наш шикарный ужин. Просто класс. Теперь отправляем в духовку на полчаса при 180 градусах. Курочка наша новогодняя в духовке, где ей сейчас самое место. Ну а мы с вами не теряем времени, ведь мы с вами готовим быстрый новогодний стол. И поэтому сейчас, пока курочка в духовке освободила нам руки, готовим салат.
Для салата нам понадобится куриная грудка. У меня куриная грудка 300 граммов. Ну, вы можете взять чуть больше, где-то 350. Как вы видите, курочку я нарезаю мелкими кусками, сразу той нарезкой, которая нам нужна для салата. Нам нужно замариновать курочку. Добавляю столовую ложку растительного масла, у меня самое обычное подсолнечное. Следом столовую ложку соевого соуса. И раз уж у меня поселился в холодильнике терияки, его мы добавим тоже. Курице он подходит просто отлично. Перемешиваем и отставляем в сторону. Салат будет не только с курицей, а еще с красной капустой. Она очень нарядная, мне кажется, для праздничных салатов подходит просто отлично. Тоненько шинкую нашу капусту. Капуста первой отправляется в салатник для смешивания. Он очень нарядно выглядит. Обожаю, кстати, фиолетовый цвет. И она, правда, очень вкусная. Одну среднюю морковку натираю на крупной терке. Морковка уже в салатнике. Посмотрите, как красиво и ярко, а всего лишь капуста и морковка. Продолжаю делать наш салат более вкусным и красивым. Нарезаю зеленый лук. Если у вас есть другая зелень, красный лук, возможно, вы используете. Используйте с удовольствием ее, то, что нравится вам. У меня половинка сладкого перца. И прям сразу к лучку нарезаю тонкой соломкой красный перчик. Лук и перчик отправляются в салатик. И к ним я добавляю 150 граммов зеленого замороженного горошка. На сухую, сильно разогретую сковороду отправляем нашу курицу и распределяю. Сейчас буду мешать часто, потому что огонь большой, но благодаря этому курица приготовится и схватится быстро. Наше новогоднее меню быстрое, поэтому через 3 минутки курочка готова, сочная курочка. Цвет, кто-то спрашивал в комментариях, это из-за того, что мы используем соевый. Добавляю столовую ложку лимонного сока. И еще добавляю чайную ложку горчицы. Горчица, кстати, острая, а вы можете использовать любую горчицу, которая нравится вам. Теперь наша задача смешать все и дать, конечно, салату настояться, потому что курочка еще немного даст сок. Естественно, капуста, морковка его в себя впитают и будет очень-очень вкусно. Но, согласитесь, все выглядит уже очень празднично, нарядно. Рецепт простой, из обычных продуктов, и никто не скажет, что такой вариант не подходит для того, чтобы встретить Новый год и вести здоровый образ жизни одновременно, что является весьма сложной задачей. Один из секретов вкуса нашего салата с красной капустой: обязательно добавляйте курочку горячей прямо со сковороды. Теперь отправляем салат вот в такой небольшой салатник. Мне это нужно для того, чтобы в конце все блюда уместились на столе. А вы это можете использовать как лайфхак. Подача порционная к каждому салата. Чтобы было все культурно, никаких лишних салатников, никаких лишних ложек и так далее. Каждый получит свою порцию салата. И обязательно добавьте кунжут. Будет вкусно, полезно и красиво. Наше мясо зарумянилось, просто посмотрите, как все аппетитно выглядит. Но я думаю, со мной согласятся многие, под сырной корочкой все будет выглядеть еще аппетитнее. Посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 10 минуток. 10 минут прошло очень быстро. Последние 5 минут я включила конвекцию для того, чтобы курочка и сыр еще немного подрумянились. И теперь с помощью лопаточки аккуратно со всех сторон прорезаю нашу порцию и отправляю, да, даже помогу себе пальцем, отправляю на тарелку. Посмотрите, какая красота! Получается очень красиво. Как вы заметили, сочно. Плюс у нас сразу решен вопрос гарнира. Гарнир – это вкусные, сочные запеченные овощи. По такому рецепту курочка получается сочной, абсолютно не сухой, такой, как мы ее любим. Ну и на самом деле такой, как ее и нужно есть, тем более на Новый год. Приятного аппетита! Основное блюдо и уже один салат мы с вами приготовили. Продолжаем нашу подготовку. Готовить будем салат вкусный, простой, из всего 3 ингредиентов. Но благодаря необычному сочетанию и подаче у нас получится кое-что очень вкусное и праздничное. У меня 3 сладкие красивые свеклы. Я их отварила на пару. 3 свеклы весят 800 граммов. Сейчас я нарезаю на кольца толщиной где-то пол сантиметра.
Колечки сложила стопочкой. Теперь нарезаю на вот такие полосочки, тоже где-то по полсантиметра, не мельче, не крупнее нам не нужно. А затем нарезаю средним кубиком, тоже где-то по полсантиметра. Кубики свеклы я отправила в салатник и добавляю столовую ложку лимонного сока. Я приготовила 4 зубчика чеснока, они у нас тоже обязательно отправляются к свеколке. Столовая ложка кунжута. Красиво, вкусно и полезно. 100 граммов зеленых оливок. Будет красиво, вкусно и пикантно. Как я и обещала, салат простой и очень быстрый в приготовлении. У меня 300 граммов сыра для салата. Это сербская брынза, сиртаки или любой сыр для салата, который найдете вы. Нарезаю его на полоски. Ну а полоски нарезаю на кубики около сантиметра толщиной. То есть кубики такие хорошенькие, не маленькие. Нарезанный сыр отправляем в салат. Мы с вами уже на финише. И следом отправляется щедрая ложка сметаны. Сметана 20% жирности. Теперь с помощью лопаточки аккуратно разбираем кубики сыра. Ну и, конечно, перемешиваем все. Получается вкусно, красиво. И сыр, смешиваясь с салатом, тоже участвует в приготовлении соуса. Получается невероятно нежный вкус. Свеколка сладкая, благодаря тому, что мы добавили с вами чеснок. Еще мы добавили с вами именно зеленые маслины, потому что они такие более такой у них насыщенный, яркий вкус, который будет замечательно оттенять нежный сыр и сладкую свеклу. Остается все просто красиво сервировать в салатник. Наш салат готов. Всего из 3 ингредиентов. Посмотрите, какая красота получилась. И это только на внешний вид. Когда вы поймете, какой взрыв вкуса подарит этот простой салат, я уверена, вы будете готовить его обязательно. И не только на праздничный стол. Приятного аппетита! Отлично двигаемся. Мы с вами приготовили одно основное горячее блюдо, один вкусный салат с добавлением курочки, другой салат с сыром. Теперь настала череда овощного салата. Но это будут не надоевшие многим, наверное, просто огурцы и помидоры, а кое-что новенькое и, конечно, простое в приготовлении. Начинаем. У меня симпатичный качанчик брокколи, он весит полкило. Вы можете брать не обязательно свежие брокколи, а купить замороженные. Это не имеет значения. Сейчас я отрезаю даже, скажем, вернее, от кочана маленькие кусочки брокколи. А в это время я уже поставила воду на плиту, чтобы она у нас закипела. Вода закипела, я ее заранее присолила. Ну и теперь аккуратно отправляем брокколи в кипящую соленую воду. Теперь накрываю крышкой и оставляю на среднем огне на 5 минут. За 5 минут можно много чего сделать. Натираю морковку на крупной терке. У меня было 2 хорошеньких морковочки. У меня 3 перышка зеленого лука. Нарезаю его мелко. Зеленый лук отправляем к морковке в салатник. И сразу всю эту красоту маринуем. Лимонный сок 1 столовая, соевый соус 1 столовая. У меня 4 зубчика чеснока. Вы, конечно же, добавляете по вкусу. И 2 столовые ложки растительного масла. У меня оливковое. Вы также используете заправку на ваш вкус. Мне нравится так. Теперь морковка и лучок у нас замаринованы. Будет, очень вкусно. 5 минут прошли, очень быстро, брокколи готовы. Откидываю на дуршлаг и обязательно потом промойте ледяной водой. Это для того, чтобы брокколи остались красивыми и зелененькими. Еще у меня есть половинка сладкого красного перца, то, что нужно для нашего салата. Половинку разрезала пополам и нарезаю теперь тоненькой соломкой. У меня есть половинка салатного огурца, больше нам и не нужно. Половинку режу пополам и теперь нарезаю на вот такие слайсы. Слайсы, в свою очередь, нарезаю на тонкую соломку. Соломка из огурчиков также отправляется в салатник. Очень красиво, ярко и нарядно. Обожаю овощные салаты. Еще я взяла 4 сливовидных томата. Отрезаем им все лишнее. Потом нарезаю пополам, то есть по сути на четвертинки. И каждую половинку нарезаю где-то еще вот на 5 долек. Вот такие аппетитные кусочки томатов получаются. Собираем наш салат. Прямо с разделочной доски отправляем томатики. Следом остывшие брокколи.
100 грамм черных маслин без косточки и 100 грамм зеленых оливок без косточки. Я добавила немного сока, который был в банке, это тоже придаст нашему салату, то есть его заправке, конечно, пикантность. Теперь наша задача все просто перемешать. Невероятный аромат, обожаю это сочетание. Соевый соус, чесночок, масло, маслины. Ну и, конечно, мне кажется, зимой огурчик всегда пахнет намного вкуснее, становится просто невероятно ароматным. Остается только сервировать наш салат в красивый, подходящий для него салатник. Конечно, отлично для этого подходит прозрачная посуда, чтобы все, так скажем, преимущества блюда, которые мы очень быстро на самом деле с вами приготовили, были видны. Салат получается ярким, красивым, незаурядным и притом готовится очень быстро. Аромат вдохновляет, обязательно такой салат попробовать. И все нехочухи, которые говорят вам, что не любят овощи, я уверена, после такого изменят свое мнение. Приятного аппетита! Мы с вами отлично поработали, и уже скоро будет финал наших приготовлений, и, конечно, финал должен быть счастливым, а нам для этого нужно совсем немного приготовить вкусный десерт. Конечно же, десерт мы будем с вами готовить домашний. Кстати, он будет порционный, потому что, мне кажется, так очень-очень удобно. Начинаем, как всегда, быстро, просто, но и обязательно вкусно. Сотейник у меня уже на огне, добавляю 75 граммов сливочного масла и еще 300 миллилитров молока. Теперь наша задача дождаться и не упустить, пока масло растопится, а молоко будет на грани закипания. А пока мы смешиваем сухие ингредиенты. Здесь у меня 350 граммов просеянной белой муки и 15 граммов разрыхлителя. Здесь 5 столовых ложек сахара и 2 пакетика ванильного сахара. Теперь вот такими супер простыми движениями руки, как всегда, рецепт простой. Перемешиваем и дожидаемся молочко. Поскольку наши кексы не только супер вкусные, но и супер быстрые в приготовлении, включайте духовку на разогрев, буквально 5 минут, и кексики отправятся прямо в разогретую духовку. Не даем нашему молоку убежать, быстро отправляем его прямо в муку и интенсивно перемешиваем. Посмотрите, какая супер красивая, нежная, пушистая смесь для наших кексов получается. У меня 150 грамм ягод, это вишня, красная, черная смородина, 2 чайные ложки крахмала. Ягоды замороженные, всыпаем при помощи ложки, видите, они у нас немножечко приморозились к чашечке. Все это отправляем прямо в наше тесто. И вот такие нарядные кексы с красными ягодками у нас получатся. Теперь еще немного перемешиваем, буквально 30 секунд, чтобы ягодки распределились равномерно. Духовка почти нагрелась, поэтому распределяем кексики по их рабочим местам. Для этого я использую самую обычную ложку. Как вы видите, тесто немного липкое, но этого смущаться не стоит. Это никак на великолепный вкус наших кексов не повлияет. Обратите внимание, что формочки наполнены на 2/3, потому что кексики пышные и нежные, оставьте им место для того, чтобы подняться в духовке. Пока кексы пекутся, у нас есть целых 30 минут. За это время мы к кексам приготовим мороженое, потому что выпечка с мороженым сочетается просто восхитительно. И еще мы с вами приготовим самый-самый быстрый, но при этом красивый и праздничный вариант закусок. Продолжаем наш праздничный вечер. Закуски уже готовы. Приготовление заняло, наверное, максимум 5 минут, ведь мы с вами готовим быстрое меню. Поэтому у меня здесь маслины, 3 вида сыра, которые я нарезала кубиками, мои любимые, я думаю, многими любимые ананасы, ну и, конечно, корнишончики, без них Новый год тоже будет особо не новогодним. Отдельно мы с вами просто подадим шпажки для того, чтобы каждый мог взять кусочек того, что ему захотелось, и обмакнуть в соус, который мы предлагаем. Это либо горчичный, либо очень вкусный домашний томатный. В верхнем правом углу появится ссылка на еще большее разнообразие соусов, которые вы можете подать к праздничному столу, целых 10 рецептов. Обязательно переходите по ссылке и приготовьте вкусные и простые соусы. Для приготовления домашнего мороженого нам понадобится 2 замороженных банана. Это сделать очень просто. Добавляем 200 мл йогурта
и 100 грамм красивых ягод. Здесь красная и черная смородина. Теперь я вооружаюсь блендером и взбиваю ягоды, бананы и йогурт. Мороженое готово. Выглядит очень вкусно. И на вкус очень вкусно, я немножко попробовала. Кексы тоже готовы, полчаса прошло. Теперь на 10 минут в морозилку отправляем мороженое. И кексикам тоже нужно дать 10 минут остыть для того, чтобы аккуратно их вытащить из формочки. Ура! Наш новогодний, быстрый, простой, вкусный и абсолютно безопасный для фигуры новогодний стол накрыт. Посмотрите, какая красота! Основное блюдо я решила не оставлять в форме для запекания, а выложить на блюдо и декорировать салатом. Ну, во-первых, с салатом все красиво, он милый, кудрявый и очень удобно. В серединке находится овощной гарнир, а по краям кусочки мяса. Конечно же, у нас здесь находятся салаты, которые мы с вами готовили. Их достаточное количество, они все разнообразные, не сочетаются, не перекликаются, да, что одни и те же ингредиенты в них. Наш стол не только полезный, но еще и разнообразный. Мы приготовили салат и с сыром, и с курицей, и просто овощной салат. Конечно же, на нашем столе будет обязательно блюдо с закусками. Каждый также выберет на свой вкус или что-то даже скомбинирует. Это, естественно, все по желанию. И замечательный, простой в приготовлении десерт. Вот такие даже сейчас возьму в руку, потому что хочу, чтобы вы эту красоту увидели. Вот такие мега ягодные кексы получаются всего лишь за полчаса от самых простых ингредиентов. И как раз то, что они подаются порционно, позволит вам съесть необходимое количество десерта. И, конечно, обязательно к кексам ягодным подайте ягодное банановое мороженое, которое вы готовите. Ну, как вы заметили, да, моментально сами. Будет очень вкусно, и вкус праздника будет обязательно с вами. И при этом угрызений совести с вами не будет. Приятного аппетита! Искренне надеюсь, что наши идеи для новогоднего стола вам пришлись по душе. Я решила присесть, потому что за время съемок немного подустала. Ну и за таким красивым столом приятно на самом деле находиться. Если вам это видео понравилось, оцените, пожалуйста, нашу работу. Поставьте лайк. Если у вас есть рецепты, которые вкусные, но при этом полезные, подходят для людей, которые ведут здоровый образ жизни и хотят при этом отметить праздники, обязательно делитесь в комментариях. Меня всегда ваши комментарии вдохновляют. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, праздничного настроения.